Ты говорил раньше, что люди без тренингов чего-то добивались в своей жизни при помощи целевого образа и ощущения тела целиком. Не чего-то, Григорий, я говорил, а многого. Многого. Поясни, пожалуйста, процесс, как это происходит в этом случае. Передвижение всех 4 каналов на одну ступеньку. Значит, да, все так и было. Все так и было, я такое говорил. Суть того, что я говорил, сводилась к следующему. Вот вы приходите, пишите всякие вопросы, я стараюсь найти ответы, да? И вы спрашиваете с разных сторон про разные вещи, как что работает во внутреннем мире, какие-то технологии мы с вами обсуждаем, методики каких-то людей там и так далее, да? И несколько раз я действительно говорил, что, друзья мои, вот тренинги это все прекрасно. Это здорово, когда вы приходите там на какое-то онлайн мероприятие и что-то изучаете, проходите, пробуете, или вы приходите в какое-то живое мероприятие, там в какой-то зал, там есть спикер с микрофоном, там стоит толпа людей, вы там, может быть, танцуете, делаете упражнения, да, что-то записываете, ну и так далее. То есть усваиваете некие технологии поведения. Вот. Но я упирал несколько раз на что? Что люди как бы жили тысячелетиями без тренингов. Без тренингов. То есть их никто не учил, как строить свою судьбу. Вот. Они просто выбирали, чем они хотят заниматься. Кто-то шел в армию, например, кто-то там работал дома, кто-то пас скот, кто-то сеял поле и так далее. Вот. Ну и, конечно, с одной стороны, это была дань тому, что люди выбирали жизнь раз и навсегда, да, воин стал воином и пока. Вот. Кто-то стал пасти корову тоже и пока, это на всю жизнь. Но с другой стороны, тем не менее, были люди, которые росли, которые становились теми, кем они хотели быть. Которые там из грязи в князи переходили. Человек вырос в семье простого крестьянина, стал рыцарем, посвятили в рыцари. Ну откуда же рыцари взялись? Откуда-то же, да? Вот, часть из них все-таки взялась вот так. То есть всегда были, есть и будут люди, которые делали можно сказать, карьеру или имели такой вот рост быстрый. За счет чего? Причем их немного всегда было. Их и сейчас немного. Да? То есть при всех этих тренингах и при всем остальном их и сейчас немного. Их было немного, и сейчас их немного. Что их отличает от остальных? Они знают, чего хотят. Они знают, чего хотят. Понимаете? Вот и все. Это ключевое. Это ключевое. То есть человек, он очень хорошо имеет представление. Причем не просто в голове там у него картинки болтаются, да? Не просто он на стену наклеил плакат там. Вот в мое время клеили там Брюс Ли там или Жан-Клод Ван Дам, да, мальчики, по крайней мере. Вот. Сейчас клеит что-то другое, но тоже клеит все равно. Так вот, он не просто наклеил себе там в 15 веке плакат Жан-Клод Ван Дамом или кто там у них был вместо этого. А он имеет представление внутри, то есть он имеет представление воображения и ощущает телом. То есть он пребывает, часто пребывает, часть его психического постоянно пребывает в ощущении того, как он бы хотел жить. И остальная часть его психического подтягивается. Да? То есть у нас же всегда в этом смысле две компоненты внутри. Та, которая меняет, и та, которая меняется. Любое изменение происходит так. Человек ради него вынужден расслоиться. Такая мини-шизофрения происходит, да, то есть расщепление. Тот, кто меняет, и тот, кто меняется. Они еще обычно в плохих отношениях на самом деле. Это парочка, да, они там могут поссориться на кухне, внутри, да, на внутренней кухне. Поругаться могут, не договориться могут, да. Тогда один тянет в одну сторону, другой в другую. То есть там целая внутренняя вообще политика. Итак, посыл мой был простой, да. Ключевая технология, она по сути дела одна. Это знать и ощущать. Откуда взялось про тело то, что ты написал, да, ощущать тело. Чтобы ощущать то, что ты хочешь, надо быть в контакте со своим телом, со своими ощущениями. Ну вот, собственно, и все, да, то есть это самое сложное вообще, что можно делать в своей жизни. Почему это сложно? Потому что человек, который знает, что он хочет, у него часть его внимания находится не в окружающем пространстве, а в каком-то образе,
который не соответствует окружающему пространству. То есть он может сейчас голодранец ходит там в рваных штанах, да, а держит целевой образ, что он рыцарь. Но он же не рыцарь. Лад нету, копья нету, никто не уважает его как рыцаря. Ну, в этом, собственно, сложность, да? То есть как жить в лохмотьях, а ощущать внутри, что ты рыцарь? Для этого надо иметь очень сильную волю, очень сильное намерение, очень хорошее, ну, в каком-то смысле воображение и ощущение, вот плотность этого ощущения, так, у нас есть такой термин в проекте, плотность намерения, да? То есть с какой силой ты закачиваешь энергию в желаемый целевой образ. Вот этот показатель должен быть очень сильный. Он должен быть настолько сильным, что все вокруг изменится и станет так, как ты ощущаешь внутри. Да? То есть реальность подтягивается под тебя. Не ты падаешь на реальность, типа, о, я в лохмотьях, я никто, да, и вернулся из своего воображения. Вот, ну, вот по сути, по поводу чего происходят, собственно, ну, все внутренние баталии. И если есть это, то по большому счету, вот если честно, ну так вот, по-серьезному, все остальное, ну, оно сильно вторично. Сильно вторично, вот, что вы там умеете делать с эмоциями, там, ходите ли вы, там, читаете ли вы умные книги, там, и так далее, да? Потому что если вы знаете, чего вы хотите, ваша энергия заливается туда, вы ее больше никуда не пускаете, вы ее заливаете в свой целевой образ, то как ни крути, вы начинаете действовать, исходя из этого целевого образа. Значит, как работают 4 канала? Напомню вам, что под 4 каналами в нашем проекте понимается следующее. У вас есть внутри энергия, она каким-то образом взаимодействует с окружающей средой. Да? То есть ваша внутренняя энергия переходит наружу через 4 канала. Касается внешней среды, происходит некое взаимодействие, она возвращается обратно. Люди взаимодействуют на 4 каналах. Первый канал – тело ощущения. Через тело мы делаем действия. И обмениваемся ощущениями. Потрогать, ударить, заняться сексом, там, толкнуть. Это все канал взаимодействия на уровне тела, ощущений и действий. Есть канал обмена чувствами и эмоциями. Можно никого не трогать, да, но говорить, я тебя люблю, ненавижу там, и так далее. Есть канал взаимодействия на уровне целей, ролей, да, когда вы приходите в какую-то компанию, вы говорите, я хочу работать у вас там продавцом, например. Да? Они говорят, о, нам как раз нужен продавец. То есть роль продавца востребована в нашей компании, чтобы наша компания достигла своих целей. Поэтому ваша цель быть продавцом вкладывается в нашу цель расти как компания. Вот у нас цели совпали, поэтому мы работаем. Или, вы знаете, нам уже не нужен продавец, то есть это ваше как бы ваше желание предложить нам себя в этой роли, да, но не совпадает с нашими целями, поэтому мы дальше вместе не работаем. И есть обмен на уровне мысли, это то, что сейчас происходит между вами и мной. Вы что-то спрашиваете, я стараюсь подобрать ответ. Соответственно, вот 4 канала. Значит, как подтягиваются 4 канала? Вообще энергия ходит, так если по-хорошему, она идет, она спускается с 4 канала из мыслей, ну, из смысла, да, то есть человек находит смысл своей жизни, хочет прожить себя, ну, в каких-то вот ипостасях, да, например, вы решили иметь в своей жизни удовольствие, ну, допустим, иметь семью, да, иметь семью. Вот вы хотите прожить этот смысл, состояться как, например, мужчина по отношению к женщине или женщина по отношению к мужчине. Вот, вы хотите это впустить внутрь себя, и причем именно в формате семьи, да, то есть прожить вот этот смысл, состояться как человек, у которого была семья. Автоматически на 3 канале у вас появятся цели и роли, да, у вас появится роль мужа или жены, у вас появится роль родителя по отношению к вашим детям, и в рамках каждой роли у вас будут цели, да. Цели всегда внутри ролей, то есть как муж вы будете хотеть вот этого и вот этого, да, то, например, чтобы ваша женушка была счастливой женщиной, да, и смотрела на вас влюбленными глазами. Как родитель вы бы хотели там вот этого, да, чтобы из ваших детей там что-то вышло в итоге, чтобы они стали какими-то людьми, ну и так далее. Соответственно, под это, если вы находитесь в исполнении того смысла, который вы для себя выбрали, и в тех ролях, которые соответствуют этому смыслу,
и в тех целях, которые соответствуют и ролям, и смыслу, да, то есть, ну, такая линия, да, парад планет, они выстраиваются. Энергия спускается как водопад, потоком проходит, через смысл жизни идет в роли, через роли в цели, через цели в планы, через планы в намерения. Роли, цели, планы, намерения – это все третий канал. Доходит до второго, чувства, эмоции. Какие они? Какие они? Если все происходит вот так, то это не будет там страх перед жизнью, какие-то обиды, претензии или что-то в этом роде. Конечно, нет. Почему? Потому что вы человек, который нашел свой кусочек смысла своей жизни, да, и все ему соответствует. Поэтому это будут какие-то такие возвышенные, толкающие вас вперед чувства и эмоции. И тогда тело действует автоматически. Тело совершает действия автоматически. Вот это происходит неспадание энергии. То есть человек, который нащупал, что он хочет внутри, у него происходит огромный как бы внутренний импульс, резонанс, да? У него выстраивается этот парад планет, его смысл совпадает с его ролями, целями, планами, намерениями, с его чувствами и эмоциями и выражается действием тела во внешней реальности. Понимаете? Но если он где-то там косанул, то энергия застрянет, да? Если он не знает, зачем он женился или зачем она вышла замуж, да, она не знает. Ну, то есть, не тот брак, который соответствует смыслу жизни. Хотелось прожить любовь, а вышло со страху, что уже давно пора. Ну, то есть, нет совпадения между четвертым каналом, ум, смысл, мысль, и, например, вторым каналом, чувствами и эмоциями. Поддалась, вышла не на тех чувствах и эмоциях, не на тех, которые соответствуют смыслу жизни. Вышла из страха, например, замуж. Да? Ну, или он женился просто потому, что, там, я не знаю, девушка понравилась и все. Но не более, да, то есть не возникло чего-то более глубокого. То происходит что? Энергия начинает, турбулентность происходит, да, она начинает бурлить, то есть она не идет дальше какого-то. Надо как бы, ну не то, что надо, да, а по идее предполагается, что если там брак счастливый, да, то ты, например, рад видеть человека, когда ты долгое время с ним не виделся. А ты видишь, и вообще отклика нету, да? Например, вот так может быть. Вот так они двигаются. То есть все 4 канала в идеале должны двигаться: четвертый, третий, второй, первый. Дошли до действия, да, и дальше обратно подъем. Из первого вы сделали действие, у вас возникает новые чувства, эмоции. Вау, какой кайф. Я что-то сделал, чего не делал раньше. Когда вы много раз сделали действия и имели эти чувства, эмоции, вы закрыли какой-то план, план закрыл цель, цель закрыла роль, да, третий канал закрылся. И вы говорите, что я состоялся. То есть вот как семьянин, например, как семьянин я состоялся. Ну и у вас ощущение, что вот этот смысл жизни, вот этот кусочек смысла вашей жизни, он прожит, реализован. Мы говорим, что этот человек реализован в семье. У него открывается пустота внутренняя. Ему нужен новый смысл жизни, потому что вот в этом он состоялся. И как бы пошло-поехало все по новой. Вот. Но это самое сложное, понимаете? Вот, Григорий, ты написал как бы про это, но почему, если вот действительно ты одной вот этой технологией знать, чего хочешь, да? Если ты этой одной технологией можешь закрыть реально все вопросы, почему все не закроют? Почему все не закроют? Да? Почему я, например, не могу сказать, что я все закрыл, хотя я понимаю, что это вот так можно сделать? Потому что это очень сложно. Реально это очень сложно. Понимаете, любой человек практически, вот мы занимаемся, на многих тренингах у меня есть технология целевого образа, практически на всех. Ну, почти на всех. Вот. И особенно как бы на живых вообще на всех. И на индивидуальных живых просто обязательно. Мы этим занимаемся постоянно. То есть вот если там у меня несколько дней тренинг, то я все время человека погружаю в целевой образ так или иначе. И что происходит, да? Вот что происходит, когда человек, например, ну, ты помогаешь ему пройти в новое состояние. Например, в состоянии без боли, да, когда не болит тело, когда нет никаких ограничений в теле, когда нет никакого напряжения в теле, когда отпустили страхи, когда не надо стоять в защитной позиции по отношению к жизни и смотреть, где она тебя ударит. Вот, допустим, ну, это сказать-то легко, но, скажем,
Мы сделали некоторые усилия, и человек это почувствовал. И впервые в жизни попал в состояние, что он не в страхе, а в кайфе. Да и большинство людей дальше не знает, что делать. Большинство людей дальше не знают, чего делать. Все цели, которые были у них до этого, вот ради чего они обычно на тренинг приходят, они вмиг обнуляются, потому что сразу становится понятно, что это цели того человека, который в страхе живет. Что это все цели от защиты. И что если ты разрешаешь себе быть счастливым, там, радостным, то они вообще не актуальны, эти цели. Это ерунда, просто чушь собачья. И большинство людей, попав вот в это состояние, а я проходил это реально там, ну, десятки, сотни раз. И с собой сам проходил тоже. Большинство людей, попав в это состояние, они просто не знают, что в нем делать. Они испытывают страдания от понимания того, что на самом деле они никогда не знали, чего они хотят. Потому что не могли допустить мысль, что, ну, что можно вот так вот себя чувствовать. Радостно и ничем не ограничен внутри. Вот окей, ты не ограничен. Вот мы взяли цветик-семицветик, оторвали лепесточек и выкинули. И сказали, окей, у меня идеальное состояние внутри. То есть все, я радостный, я огонь, у меня много энергии, ничто меня не сдерживает. Я могу не жить от страха, я могу не думать о смерти, потому что я занят жизнью. Окей, что дальше? Никто не может ответить. Практически никто. Единицы. Единицы. Поэтому это действительно сложное упражнение. То есть вы можете, например, ко мне прийти и освоить технологию. И мы вместе сделаем первые шаги и получим первые результаты, и мы упакуем вашу энергию в какой-то целевой образ. Но вам придется ежедневно дальше, какое-то время, минимум 40 дней, проживать и искать своим вниманием, искать внутри вот это вот, снова вызывать в себе это состояние и снова из него смотреть на жизнь и искать, кто я, что я в этой жизни, если я чувствую себя вот так. Потому что если вы не найдете, тело скажет, так а зачем мне чувствовать себя вот так? Ну, чувствуй себя как обычно, мучайся, ходи, стрессуй, так тебе хоть заняться есть чем. Ты же все равно не знаешь, куда себя деть. Да? Понимаете, вот так это устроено. Вот так это устроено. Вот так работают каналы, которые ты спросил.